Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в городе Измаил, это юг Украины и юг Одесской области. Прежде чем мы рассмотрим важный агрогороскоп на ноябрь месяц 2021 года, прошу вас, подписывайтесь на наш канал, делитесь этой информацией. Это очень важно для того, чтобы сохранить все свои растения сейчас в доме, на подоконниках, в теплых странах, в открытом грунте, и сохранить эти растения живыми и здоровыми. Ну что ж, я сразу же сделала такой календарь, агрогороскоп, и поливы сюда включила, и подкормки. Это очень важно. Именно в ноябре уже начинается период, когда нужно уменьшать количество подкормок даже для цветущих растений. Агрогороскоп поливов подкормок в ноябре 2021 года, московское время. Очень легко определить свое время своего региона и страны с помощью интернета в Гугле. 1 ноября начинается очень интересный период. Его нужно использовать для поливов и для подкормок. Смотрите, у нас 4 будет новолуние. И здесь как раз нужно помочь растениям и использовать вот этот момент в знаке Дева. Но смотрите же снова, весы в 23:12 начинается время энергии, стихии воздуха. Луна зайдет в весы и нельзя будет поливать. Поэтому все поливы вместе с подкормками проведите в утренний период. Желательно, даже если уж поздно проснулись, до 12 часов дня, в крайнем случае до 13. Растение за этот период и напьется хорошо, получит питание нужное и доставит каждой клеточке, естественно. Поэтому вот этот период уже, когда нельзя поливать, легко будет пройден, и растения в это время будут заняты дыханием. Итак, ночью с 23, а вернее с 22 часов категорически запрещается поливать растения в весах. Далее 2 и 3 ноября, вот эти 2 дня, двое суток, пожалуйста, не поливаем. Следующий период очень хороший для поливов. Здесь новолуние. И, естественно, лучше делать только полив без подкормок. Состояние стрессовое, но если есть необходимость, естественно, нужно поливать. И это мы делаем в Скорпионе 4 и 5. Вот эти 2 дня используем для того, чтобы провести влагозарядку почвы под растениями. Это касается и комнатных растений, и там, где еще нету зимы, еще есть возможность провести влагозарядку почвы в садах, подсадовые растения, пожалуйста, сделайте это, если снова же нету воды в почве, если засуха. Есть такие регионы, и я отвечаю на вопрос как раз наших зрителей. Следующий период – это время Стрельца. Луна в Стрельце – это время, когда растения просто-напросто не воспринимают воду. Тем более подкормки. Подкормки приносят им не очень хорошие результаты и состояния. Поэтому в Стрельце – это знак стихии огня. 6 и 7 не поливаем. Бесполезно поливать. И подкармливать, естественно, не то, что бесполезно, а даже опасно. Я пробовала, проводила опыты в Стрельце по листьям, опрыскивала. Это был теплый период, тогда еще процессы очень хорошо работали физиологические, но и фотосинтез на высшем уровне был. И в это время растения тоже не смогли воспринять подкормочки, даже органические. Так что будьте внимательны, вот 6 и 7 пропускаем поливы. А вот 8 и 9 здесь хороши и поливы, и подкормки. Я пишу полив плюс подкормка. Используйте любые виды подкормок для ваших растений. Очень хорошо все получится. Затем 2 дня, которые даже чуть-чуть больше, и ночь, смотрите, 12, 10, 11 и 12 ночью до 7 часов утра постарайтесь не поливать ваши растения. Нельзя поливать в знаке стихии воздуха. В это время растения заняты дыханием. Следующий период у нас
это период знака стихии воды. Луна растущая зайдет в знак рыбы в 7 часов 55 минут 12. Здесь будет находиться 13 и 14 до 15 часов 47 минут. Что здесь? Здесь поливы просто супер. Пожалуйста, поливайте. Очень хорошо пойдет на пользу. Кстати, меня спрашивают, можно ли в знаке стихии воды и подкармливать. Можно и подкормочку. Делайте эту подкормку особенно для закрытого грунта, то есть для теплиц, для растений, которые в доме. Не увлекайтесь зимой, все равно сейчас уже солнышко не то, фотосинтез очень слабый, так что лучше дать меньше, до 50% подкормочки. 14 ноября с 15 часов 48 минут Луна, растущая Луна, будет находиться уже в знаке Овен. И здесь она будет находиться 15 и 16 ноября. Это время стихии огня, и поэтому поливы бесполезны. В это время растения, каждая клеточка не воспринимают ни воду, тем более подкормочки. Так что здесь выходные для поливов. Зато вот очень хороший период, хотя 19-го было частное лунное затмение, полнолуние, и все равно можно в это время 50% подкормки давать растениям, ведь это время Тельца, время, когда Луна находится в этой стихии Земли. Телец – это прекрасное время для поливов, поэтому используем поливы. Ну и подкормочки 50%. Очень много сейчас энергии идет растениям при полнолунии. И, естественно, нужно не увлекаться подкормками. Любыми, кстати, и органическими, и минеральными удобрениями. Затем снова перерыв для поливов. И это время начнется 19 как раз ноября с 14 часов 33 минут. Но это не значит, вот я называю время, это не значит, что именно в это время нужно полить и все. Нужно пораньше 19 утром полив сделать до 10 до 11 часов, чтобы растение в это время восприняло все нужное количество воды, а также подкормочки. И только уже вот с 14 часов это уже энергии близнецов, хотя еще будет ощущаться энергия Тельца, но здесь уже запрещено поливать. Я столько раз провела испытания, и вот этот очень важный момент, пройти вот этот период, не поливать. Лучше в это время вспушить землю, сделать сухой полив, но проскочить вот эти дни, смотрите, 20 и 21 в Близнецах, знак стихии воздуха. В это время растения заняты дыханием, не поливаем. Зато уже после этого времени, когда Луна будет находиться в Раке, а это знак стихии воды, можно заниматься поливами 22, 23 и 24. В крайнем случае до 13 часов можно поливать. Здесь далее идет знак стихии огня, поэтому здесь нет такого страшного дела для растений, очень неприятных событий, которые могут привести к тому, что корни будут гнить. Просто во льве уже поливы, вода не воспринимается. Поэтому вы можете даже до 13 часов, это крайний срок, можно поливать растения 24 ноября. Можете добавлять и подкормочки, но снова же до 50%, которые рекомендуются для растений в это время. Напоминаю, сейчас уже короткие дни, и, естественно, физиологические процессы, фотосинтез приостановлены, и они очень медленно идут. Даже если вы мне пишете, что есть лампы специальные, это не помогает, не дает тот полный спектр нужных энергий, которые мы получаем в летнее время и в полный световой день. Следующий у нас период будет, когда бесполезно поливать. Это у нас начинается время 24 в 16 часов в знаке Льва и будет продолжаться 25 и 26 ноября. Поливать бесполезно. Зато время уже Девы 27, 28 и 29. Рано-рано утром еще можно в часов 5 полить и провести подкормочку ваших растений.
Меня спросят начинающие, какие могут быть подкормки для растений. В комнате сейчас очень много растений, которые начинают цвести или цветут. У многих цветоводов именно такие растения. Используйте этот момент для подкормок. Очень хорошо в деве это делать 27-28 ноября. Поливы плюс подкормки. И завершится месяц в период, когда нельзя поливать растения. Это знак стихии воздуха. Весы с 8 часов 56 минут начинается 29 и 30 продолжаются эти энергии. А теперь несколько мгновений для того, чтобы вы сделали скриншот. Итак, мы сегодня рассмотрели важный агрогороскоп поливов и подкормок в ноябре 2021 года. Раиса Греченко и Александр Волик прощаются с вами. Мы желаем вам крепкого здоровья, благодатной погоды, здоровых растений и вам всем крепкого здоровья. До новых встреч на нашем канале.